Представьте, вы приезжаете в поле, а в нескольких метрах от вас взлетает аэробус. Сегодня я покажу вам аэропорт Цюриха изнутри. Мы увидим то, чего обычный пассажир не видит никогда. Служебный тоннель, пожарная часть, ангар спасательной службы Рега и, что поразило больше всего, настоящий заповедник между взлетными полосами. В конце расскажу, сколько это стоит и как забронировать. Путешествие начинается на смотровой террасе Б. Билет 5 франков, но есть лайфхак. Если купить обзорный автобусный тур онлайн, терраса уже включена. Экскурсия длится 1 час 15 минут. Честно, я думала, это будет развлечение для сына, а в итоге сама сидела с открытым ртом. Лучшее время для наблюдения за самолетами сразу после полудня. Именно тогда аэропорт загружен максимально. Аэропорт Цюриха крупнейший в Швейцарии. В прошлом году он обслужил больше 32 миллионов пассажиров. В Цюрихе 3 взлетно-посадочные полосы. И недавно жители кантона Цюрих проголосовали за удлинение 2 из них для безопасности. Представляете, даже длину полосы в Швейцарии решают референдумом. Дальше центр отправки багажа. После регистрации чемоданы уходят под землю для автоматической сортировки и проверки безопасности. А на улице их пакуют на багажные поезда и развозят по рейсам. А вот грузовой терминал. Многие думают, что товары летают только на грузовых самолетах. На самом деле большая часть грузов едет в багажных отсеках обычных лайнеров под нашими ногами. Через аэропорт Цюриха проходит больше 440 тысяч тонн грузов в год. Справа синий ангар Jet Aviation. Здесь обслуживают бизнес-джеты компаний, частных владельцев и государственных делегаций. Ангар недавно расширили, так как спрос растет. А вот Рега, штаб-квартира воздушной службы спасения. Внутри ангара 3 самолета реанимации. По сути, это летающие палаты интенсивной терапии. Самолеты из Цюриха летают по более чем 200 направлениям без пересадки. Каждый год около 270 тысяч взлетов и посадок. В среднем каждые 2 минуты самолет либо садится, либо взлетает. Справа новый аэробус А350 Swiss. Видите изогнутую форму крыла? Это не дизайн, это физика. Уменьшает сопротивление воздуха и экономит топливо. А здесь идет подготовка самолета к рейсу. Загружают багаж, питание, заправляют топливом, убирают салон, проводят технические проверки. Один раз 150-300 посадок меняют шины, и потом их обычно не выкидывают, а восстанавливают и используют снова. Я не знала. Внезапно мы оказываемся в заповеднике, прямо между 2 взлетными полосами. Площадь 74 гектара, здесь живут цапли и сохранились болотные экосистемы. Это настолько швейцарский контраст, бережное отношение к природе и современная инфраструктура. Теперь мы заезжаем туда, куда пассажиры никогда не попадут, в служебный тоннель. Он довольно длинный и построен, чтобы наземный транспорт не мешал движению самолетов. Представляете, над нами сейчас взлетают лайнеры. Перед нами старое здание аэропорта с диспетчерской вышкой. Построено в 1953 году и до 1985 отсюда управляли движением самолетов. Сегодня здесь проводят мероприятия и можно даже сыграть свадьбу. Вот такая швейцарская романтика. Рядом терминал 2 с надписью Flughafen Zürich. Построили в 70-х и около 10 лет назад полностью модернизировали внутри, но фасад оставили почти без изменений. Осторожно, самолеты. Это зона авиационной почты. Сортировка, контроль безопасности, таможня, доставка к рейсу. Рядом пожарная часть аэропорта. Дежурят круглые сутки без выходных. Норматив – быть на месте пожара в течение 3 минут. А здесь стоит зимняя техника. Одна такая снегоуборочная машина может очистить полосу шириной от 6 до 8 метров за один проход. А это место для plane spotting. Бесплатное, за пределами территории аэропорта, поэтому проходить контроль не нужно. В заборе даже оборудованы специальные отверстия для объективов. Но мы подъезжаем еще ближе, и когда самолет пролетает в паре десятков метров, это совершенно другие ощущения. Мой сын был в полном восторге, а после экскурсии он еще долго не хотел уходить с детской площадки на террасе. Если будете в Цюрихе, очень рекомендую. За 2 взрослых мы заплатили 30 франков, дети до 6 лет бесплатно. Бронь онлайн, ссылка в описании. А вы бы выбрали такую экскурсию? Или вам интереснее посмотреть на самолеты с террасы? Напишите в комментариях.